Мое участие во встрече с президентом было связано с двумя темами. Это судебная реформа и реформа полиции. Две очень актуальные для России темы. И, собственно, цель моего выступления, я так его себе представляла, это понять, возможно ли будет дальше с нынешним президентом, а в будущем главой правительства продолжить сотрудничество по продвижению законотворческих предложений по реализации законопроектов, но уже в другом качестве. Я не могла не отметить, что в период нашего пребывания в Совете мы представили целый ряд предложений, законопроектов, которые были реализованы. Это и граждане получили возможность пересмотра дел в вышестоящих инстанциях, чего раньше не было, это касалось только незначительных преступлений, рассматриваемых в мировых судах. Это и мы долго добивались, чтобы у нас отменили закон, согласно которому судьи, начинающие судьи могли в течение 3 лет только быть уверенными в своей работе, а по истечении 3 лет председатели судов могли их рекомендовать, а могли не рекомендовать на дальнейшую работу в судебной системе, на должности федеральных судей. И это приводило к тому, что фактически этот закон стал фильтром для отбора угодных, вот этот 3-летний срок для начинающих судей фактически стал фильтром для отбора угодных судей. И таким образом кадровый состав формировался в судебной системе уже хотя бы по этой причине, совсем не так, как этого следовало бы ожидать. Явная была реакция на наше предложение о необходимости изменить критерии оценки деятельности полиции. Это прямую прямо последовало распоряжение президента, и выступая на совещаниях в органах внутренних дел, он говорил о необходимости. И на протяжении 2 последних лет появлялись новые приказы, которые должны были, которые регламентировали критерии оценки деятельности органов полиции. От критериев оценки, собственно, нам во многом, я считаю, что это ключевые проблемы злоупотреблений, пыток в полиции, нарушений законности, произвола. И от того, по каким критериям будут оценивать полицию, в общем-то, зависит изменение положения дел. Приказ этот улучшался, несколько раз его меняли, 3 или 4 раза появлялся новый приказ, но, к сожалению, не решен был в этих приказах главный вопрос о независимости тех, кто будет выяснять мнение населения по поводу того, как работает полиция. Ну и были, я не буду сейчас все перечислять, предложения, которые нашли поддержку президента. Но я целью имела обратить внимание президента на то обстоятельство, что вот эти все изменения, они очень важны. Но те пороки, которые существуют в судебной системе, в правоохранительной системе, они могут быть решены только если будут системные изменения произведены, а не фрагментарные. Это должно произойти изменения, которые бы, были в рамках одной, школы права. Это должна быть модель не инквизиционная, не неинквизиционная, а состязательная модель. И когда фрагмент инквизиционной модели, то есть когда фрагменты состязательной модели вписываются в инквизиционную, то это то же самое, как если бы в современном
элементы от современной модели вставили в машину, старой модели машины не поедет. И я уделила внимание тому, что на практике, несмотря на те изменения, которые произошли в законодательстве, на практике остается тяжелейшее положение. По-прежнему имеет место пытки, по-прежнему имеет место произвол, по-прежнему выбивают признания, по-прежнему имеет место фальсификация доказательств. Суды закрывают глаза на все дефекты предварительного следствия. В судах игнорируются доводы адвокатов. Адвокаты заявляют ходатайство о представлении доказательств, без которых они не могут защищать своих клиентов, а эти доводы игнорируются. Если адвокаты обжалуют вышестоящие инстанции нарушение прав и их подзащитных, и их самих, то им иногда пишут на 70 листах свои доводы, излагают аргументы. В вышестоящих инстанциях они получают отказы, причем без мотивирования. Им просто высылают короткую справку, где говорится, что их жалоба не подлежит удовлетворению, и все решено на законном основании. И вот эта вся ситуация не может быть решена, пока не будут произведены радикальные изменения, когда не произойдет системная реформа. И для этого необходимо, чтобы был какой-то центр, который занимался бы специально. И это то же самое касается и полиции. И может быть может быть центр единый должен быть, который занимался бы реформой одновременно и судов, и правоохранительных органов. И центр этот должен и возглавить. И войти в этот центр должны люди, которые реально заинтересованы в реальном реформировании. У нас есть пример, у нас есть опыт реальной реформы. Вы помните, наверное, еще когда Сергей Пашин возглавлял отдел судебной реформы при президенте, это был единственный период, когда сама реформа реально двигалась. Тогда были внедрены у нас суды присяжных и много других новаций. А потом был откат. Поэтому мне представляется, что необходимо создание такого центра. И мне кажется, что, может быть, сейчас более важного вопроса в стране, чем создание судебной системы, где бы, наконец, могло бы вершиться правосудие, где могли бы приниматься справедливые решения и где конфликты в государстве могли бы разрешаться цивилизованным образом. Мое выступление на встрече с президентом было посвящено итогам работы рабочей группы по социальным правам Совета. Тема социальных прав уязвимых категорий граждан, социально исключенных категорий граждан, она всегда присутствует в работе Совета, причем достаточно обширно, и от нашей группы поступало очень много на протяжении всей работы Совета предложений, инициатив, связанных с законотворчеством, связанных с продвижением новых механизмов защиты прав и детей, и беременных женщин, и семей с детьми, инвалидов. И мы проконстатировали, что удалось сделать за это время, и то, что не удалось сделать, и над чем предстоит работать. Тем более, что, в общем-то, вопросы, связанные с правами граждан в социальном аспекте, это достаточно большой блок работы правительства, и нынешний президент, став председателем правительства, конечно, может уделять этим вопросам серьезное внимание. Ну, конечно же, нашей гордостью является то, что нам удалось добиться внесения президентом проекта федерального закона об общественном контроле за соблюдением прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Этот проект уже принят в первом чтении и готовится ко второму чтению. Этот закон направлен на то, чтобы представители общественных организаций могли приходить в организации, где находятся дети-сироты, детские дома, дома ребенка, и контролировать все права, которыми обладают эти ребята, проживая в этих организациях. Нам удалось достаточно серьезно продвинуться в защите жилищных прав тех же детей-сирот. И, что очень важно, нам удалось предложить и запустить реализацию, пока, правда, в проектном режиме, механизма выплаты
пособий по социальному страхованию для беременных женщин и матерей с малолетними детьми. Мы знаем, что существует такая проблема невыплаты таких пособий, и когда там, допустим, банкротятся предприятия или у предприятия нет денег, а эти деньги выплачиваются за счет предприятия, и вот эти женщины оказываются в очень уязвимом положении, и мы предложили, чтобы вот эта выплата этих пособий происходила напрямую через фонд социального страхования. И этот механизм он сейчас реализуется в двух субъектах Российской Федерации в качестве проекта. И у нас установилось очень хорошее в этом плане взаимоотношение с Минздравом, который вместе с нами осуществляет мониторинг вот реализации этого проекта и готовится через 1,5 года реализовать вот уже не в качестве пилотного проекта, а в качестве основного механизма на всей территории Российской Федерации. Если говорить про социально уязвимые категории, о социальных правах, то должны быть две основные темы, два основных направления. Во-первых, это работа по прецедентным конкретным делам, создавать практику судебную, административную решения этих дел, с тем, чтобы на их основе могли решаться другие аналогичные дела, там и по детям, и по беженцам, и по другим категориям граждан. А если говорить о системных вопросах, то необходимо держать курс на присоединение Российской Федерации к международным актам, которые связаны с защитой прав уязвимых категорий граждан. То есть мы же должны не только в ИТО стремиться, но и должны в общемировое пространство стремиться, которое позволяло бы нам эти права вот этих граждан защищать. И впоследствии, и вторым шагом, это приводить наше внутреннее законодательство в соответствии с этими нормативными актами. Мы недавно присоединились к Конвенции о правах инвалидов, но мы понимаем, что если мы не приведем внутреннее законодательство в соответствии с этим документом, то этот документ, Конвенция ООНовская о правах инвалидов, так и будет, в общем-то, декларацией и не будет реально реализовываться. Вот такие два направления.